Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Заключительная серия проекта «Переделка хрущевки от А до Я». В этом ролике я сделаю обзор готовой квартиры, ремонт которой производил сам в течение года, свободное от основной работы время. Ремонт подошел к концу, пришло время показать, что получилось. Кто попал на канал первый раз, то может посмотреть все предыдущие серии по переделке этой квартиры. Получилось 37 серий. То есть 37 этапов. Единственный этап, который мне не удалось показать, это установка дверей в санузел и монтаж плинтуса МДФ. Эти работы я снял, но, к сожалению, потерял карту памяти. Тут уже ничего не поделаешь. У меня на канале есть отдельный плейлист, где собраны все серии по этому ремонту. Ссылка на него будет в описании и закрепленном комментарии. И, конечно же, я посчитаю общую стоимость материалов и ремонтно-отделочных работ. В комментариях к предыдущему ролику писали: жалко, что заканчивается проект, какие дальнейшие планы и будут ли еще похожие проекты. Спешу вас обрадовать, я уже приступил к съемкам нового проекта. Полный ремонт новостройки от А до Я. Скоро вы увидите первую серию. Новый проект будет более информативный и увлекательный. А теперь обо всем по порядку. Квартира, в которой я делал ремонт, это однокомнатная хрущевка 31,2 квадратных метра. Находится на 5-м этаже в доме 1964 года постройки. Основное преимущество этой квартиры – хорошее месторасположение в центре города, с видом на реку и фонтан. Район обжитый и проблем с парковкой нет. А также немаловажный фактор – это высокие потолки. Из-за уклона крыши потолки идут под наклоном от 2 метров 80 сантиметров в нижней части до 3 метров 20 сантиметров в самой высокой. Обзор квартиры начиная с коридора и входной двери. Сам коридор небольшой. Раньше был отделен дверью с простенком, которую мы демонтировали. Старая деревянная филенчатая дверь была заменена на современную металлическую с хорошей шумоизоляцией. Это мы сразу почувствовали. Новая дверь – это стальная линия 80-й серии. Модель называется Bridge. Цвет дымчатый кашемир. Покрытие двери на ощупь как будто резиновое. Очень практичное, хорошо поддается влажной уборке. В комментариях спрашивали, как будет оформлена дверь снаружи. В общем-то, ничего особенного. Оформили в стиле подъезда. Подмазали и подкрасили. Отдельно хочу сделать акцент на оформлении порога плинтусом МДФ. На мой взгляд, получилось очень аккуратно. Это просто обрезанная верхняя часть плинтуса. Трубка домофона со стены была перенесена на дверной откос. По своим размерам она очень хорошо туда вписалась. По толщине меньше, чем рама двери. У акцентной стены из кварц-винила двойное назначение. Она привлекает к себе внимание и в то же время защищает стену. Находится как раз в том месте, где зимой будут тереться об нее куртками. На высоте 90 см находится выключатель, который управляет светом в коридоре. Освещение коридора – это две светодиодные лампы с цоколем GX53. На боковой стене была сделана ниша под слаботочку, а также основной электрический щиток. Электрика в квартире была заменена на новую. Нишу под слаботочку закрывает пластиковый люк. Это простое и дешевое решение, но в то же время выглядит нормально. Здесь находится оптоволокно, модем, сетевые кабели и антенна на телевизор, а также розетка 220 вольт. Вверху находится электрический встроенный щиток. Стоит вводной автомат, реле контроля напряжения, DIF-автоматы на силовые приборы и группы розеток, а также УЗО и автоматы на 3 группы света. Плинтус по всей квартире МДФ, контрастного цвета. Очень важно при монтаже такого плинтуса, чтобы стены были ровные. В противном случае будут щели. Плинтус приклеивался полиуретановым клеем-герметиком на точке. Внешние и внутренние углы запилены под 45 градусов на торцевой пиле. Стык двух полосок плинтуса практически не виден. Порог двери на балкон оформлен точно так же, как и входная дверь. Есть одно правило – наличник двери и плинтус должны быть одинаковые. Тогда все это смотрится как единая композиция. В данном случае был применен прием, когда дверь и рама с наличником контрастного цвета. Двери МДФ белого цвета. Дело в том, что если у вас стены тоже белые, то оттенок двери и стен может отличаться. В таком случае именно контрастная рама решает все эти проблемы. Такой же прием использовался с розетками и выключателями. Внутренняя часть белая,
рамка графитовая. Переходим в санузел. Вот как выглядел санузел до ремонта. После ремонта он выглядит так. Тут надо дать некоторые пояснения. В комментариях к роликам, когда я делал санузел, писали, почему ты сделал такой маленький санузел. К сожалению, не я это решаю, есть проект квартиры, который я не могу нарушать. В 1964 году дом построили с таким санузлом, соответственно, он такой остается. Если делается перепланировка с увеличением санузла, то это слишком большой геморрой. И надо производить акты скрытых работ, делать перепланировку, гидроизоляцию и так далее. Тем более, что квартира очень маленькая, всего лишь 31,2 квадрата, и поэтому невозможно сделать санузел на пол квартиры. Исходим из того, что есть. Стояла задача в санузле разместить душ, стиральную машину, умывальник и инсталляцию с подвесным унитазом. Это все удалось сделать. Компактно, но зато все находится в санузле. В противном случае ту же самую стиральную машину пришлось бы ставить на кухне. А на кухне места и так не хватает. То, что инсталляция стоит прямо возле стены, это вынужденная мера из-за нехватки места. У меня плечи не узкие, я примерялся и в принципе довольно-таки комфортно себя чувствуешь. Если устал, можно опереться на стену. Ну а если совсем уже задница большая, то можно сесть и по диагонали. По высоте 40 см от плитки, стандартная высота. Инсталляция Гроя. Безободковый подвесной унитаз тоже Гроя. Все это зашито ламинированным ДСП. Это сделано для того, чтобы когда в следующем году будет капремонт и поменяют трубы, можно было разобрать инсталляцию и переподключиться к новому стояку. Вверху сделаны декоративные полки. Все коммуникации, счетчики и трубы спрятаны в тумбочку под раковиной. Они здесь были и раньше. Технической возможности спрятать все в нишу здесь нет. На короб с трубой дополнительно поставил полку из ДСП. Был установлен вентилятор 125 мм с датчиками движения и влажности. Он может работать в фоновом режиме постоянно, без шума. Старый полотенцесушитель с трубами мне заменить не разрешили, так как он запитан от отопления и нужно делать проект и согласование. Поэтому замену решили отложить до капремонта. Тогда его уберут без всякой бумажной волокиты. Поэтому пришлось сделать временный декоративный короб и красить старый полотенцесушитель. Вместо ванны была сделана душевая кабина. Таким образом еще удалось разместить стиральную машину. Ниша 45 см, стиральная машина 40 см. Сверху будут полки для хранения. Внешние углы сделаны из нержавеющего металлического профиля. На стены и пол в ванной комнате был уложен керамогранит-керамин. Коллекция Ноттингем двух видов. Кстати, очень многие у меня в комментариях просили проектное решение этого санузла. В квартире был демонтирован старый деревянный пол и сделана легкая цементно-песчаная стяжка с керамзитом и экструзионным пенополистиролом. Финишное напольное покрытие – это кварцевый ламинат Fargo, который уложен единым ковром на всю квартиру. Основное преимущество этого материала – то, что он не боится воды, поэтому укладывали его на кухню и в коридоре. Кварцевый ламинат укладывается как обычный, соединение замковое, но он гораздо более износостойкий. В квартире установлен бризер. Это компактная вентиляционная установка, которая позволяет вентилировать квартиру с закрытыми окнами, очищая воздух, поступающий с улицы. В стене просверлены отверстия, и воздух забирается с улицы. На бризере сверху сделаны отверстия, через которые воздух попадает в квартиру. Интересное решение получилось с подоконником из дубового мебельного щита и чугунным покрашенным радиатором. Был риск, что дубовый мебельный щит может деформироваться, но пока все нормально. Конструкция получилась очень крепкой. Мой вес выдерживает легко и ничего не прогибается. Для циркуляции теплого воздуха в подоконнике были прорезаны отверстия.
Само дерево покрыто маслом. Изюминкой этого ремонта стала лофт-перегородка из стекла и металла. Напомню, что в квартире газ и нельзя оставлять открытое пространство между кухней и жилым помещением. В целях эксперимента я решил сделать такую перегородку в стиле лофт из каленого стекла и квадратных металлических профилей. Считаю, что перегородка выглядит очень круто. Эксперимент удался. В дальнейших своих проектах буду использовать различные вариации таких перегородок. Сама перегородка очень крепкая и безопасная. В своем ролике я показывал, насколько тяжело разбить каленое стекло. Считаю, что перегородка выглядит очень круто. Эксперимент удался. В дальнейших своих проектах буду использовать различные варианты таких перегородок. В квартире была сбита старая штукатурка. Стены заново поштукатурили и подготовили под покраску. Красил стены белой моющейся краской. Когда в квартире станет мебель, повесится телевизор на стену, какие-то картины, часть белых стен закроется. Хотя лично я люблю, когда стены светлые, пространство кажется больше. Теперь переходим к потолку. Потолок натяжной, он идет под наклоном, так как последний этаж, и высота варьируется от 280 см до 320 см. Выровнять потолок целей не было, так как не хотелось терять высоту. Наклон потолка делает помещение необычным, как будто это мансардный этаж. Освещение светодиодное, лампочки GX53. Резиновая заглушка по периметру контрастного серого цвета. Дальше переходим на кухню. Кухня угловая, сделана в минималистичном стиле, так как изначально квартира планировалась на сдачу. Радиатор оставлен чугунный, покрашен серый цвет и покрыт патиной. За радиатором покрашенный кирпич. Фартук из плитки размером 20 на 20 от Керамин, коллекция Freestyle. Вверху открытые полки. С правой стороны не хватает холодильника, он будет отдельно стоящий. Одна из столешниц встроена в окно, служит в качестве стола и рабочей поверхности. Вытяжка от компании Gefest. Духовка электрическая, тоже Gefest. Газовая варочная поверхность на 2 конфорки, газ на стекле. Примыкание столешницы и плитки сделано без плинтуса. Мойка стальная. Окна века. 6-камерный профиль, 2-камерные энергосберегающие стеклопакеты, сделана серая ламинация. Все створки поворотно-откидные, 3 контура уплотнителей. В комнате аналогичный оконный блок, окно глухое, дверь поворотно-откидная. А теперь самое интересное, сколько стоил ремонт в этой квартире, стоимость материалов и работ. Я сложил сметы всех роликов, и вот что у меня получилось. Итого за работу получилось $6168 или 444 096 российских рублей. Материалы $9193 или 661 896 российских рублей. В каждом ролике в конце есть более подробная смета. Думаю, что общая сумма вышла на $300 дороже, не учтены всякие мелочи. Общая сумма ремонта примерно $15,500. Хочу сказать, что это среднестатистическая стоимость ремонта для Беларуси. В процессе проекта я говорил, что стоимость работ буду усреднять, так как люди живут в разных регионах и разных странах. Стоимость работ может отличаться, вы можете найти мастеров дешевле или дороже, а вот стоимость материалов примерно будет одинаковая для Беларуси, России и Украины. И, наверное, даже для Казахстана. Кстати, эта квартира сейчас выставлена на продажу, ссылка на нее будет в описании. Ролик подошел к концу, если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего летнего настроения. До новых встреч!